Представьте себе черную бездну океана, куда не проникает ни один луч света. В эту безмолвную глубину спускаются люди, чьи сердца стучат в такт опасности. Их цель — спуститься к забытому эхом войны месту, где на дне лежит корабль-призрак, исчезнувший из учебников и памяти, обросший мифами и словно вычеркнутый из истории. Стоит лишь пролезть в холодный корпус, изъеденный временем и ржавчиной, как реальность начинает трескаться. Тайны, погребенные десятилетиями, оживают и бросают вызов всему, что считалось правдой, что спрятано в этой подводной гробнице, и почему ее прошлое будто стерли. Добро пожаловать в расследование, где тьма хранит ответы. Перед вами история подводной лодки Ю-869, немецкого чудовища времен Второй мировой войны. Почти 76 метров стали, 6 торпедных аппаратов, дальность, позволявшая бесшумно появляться в водах врага и исчезать, словно тень. Настоящее оружие невидимости, инженерная гордость нацистской Германии. Но куда исчезла эта субмарина? Почему от нее не осталось ни сигнала, ни отчета? Официальные документы утверждали одно — Ю-869 направили к Гибралтарскому проливу, в опасную зону, где патрулировали союзные суда. Миссия — перехватывать, нарушать, исчезать. В феврале 1945 года американский патруль сообщил, что потопил немецкую подлодку у Гибралтара. Победа занесена в архивы, отчет отправлен, вопрос закрыт. Только вот, потопили не ту лодку. Никто не проверял. Годы шли, десятилетия сменяли друг друга, и ни немецкие, ни американские архивы не сомневались. Ю-869 погибла у южных берегов Европы. Ни следа, ни обломков, ни координат. Только строчка в списке утрат. Но истина, как и глубина, не любит, когда ее оставляют в покое. Официальные приказы подлодки противоречивы. В декабре 1944-го экипаж получает распоряжение патрулировать у побережья Нью-Джерси, но вскоре приказ отменяют из-за опасений по топливу. Новое направление к западу от Гибралтара. Проблема лишь в том, что лодка не подтвердила получение нового приказа. Последняя радиосвязь 10 января 1945 года. Короткое сообщение о запасе горючего без координат. С тех пор тишина. Немецкое командование решило, что лодка ушла в Средиземное море и погибла там. И лишь спустя 40 лет выяснилось, как далеко от истины были эти бумаги. Лето 1991 года. Жара, рок по радио, побережье Нью-Джерси. Группа дайверов-энтузиастов выходит в море на обычное исследование. Среди них Джон Чаттертон и Ричи Коллер, легенды технического дайвинга, люди, для которых спуск в темноту — не хобби, а потребность. Они охотятся не за сокровищами, а за историями, спрятанными на дне. На сонаре появляется странная отметка — гладкая, вытянутая форма на глубине около 230 футов, примерно в 60 милях от берега. Слишком ровная для траулера, слишком большая для катера. Первое погружение, борьба с течением, почти нулевая видимость, холод и тьма. Обломки выглядят неправильно, изломанные, переплетенные, покрытые сетями. Все говорит о том, что это не просто корабль. Что-то в этих очертаниях дышит другой эпохой. На поверхности дайверы лихорадочно сверяются с архивами. В этих местах, согласно всем данным, немецкие подлодки никогда не тонули. Ни одной. А значит, они нашли нечто, чего не должно существовать. Лодка-призрак. Без номера, без табличек, без следов идентификации. Только металл, тишина и чувство, что кто-то все еще смотрит изнутри. Они называют ее Юху.
С этого момента начинается их одержимость. Месяц за месяцем, год за годом Чаттертон и Коллер возвращаются на место, каждый раз рискуя жизнями. Глубинный дайвинг — не спорт. Это математика дыхания, холодный расчет, где ошибка стоит легких, а иногда и жизни. Они исследуют корпус, постепенно складывая мозаику. Сначала приборы с немецкими надписями, потом счетчики с метрической шкалой, потом находка, которая переворачивает все. Потускневший нож, на лезвии выгравировано имя «Харенбург». Простая вещь, забытая рукой моряка, становится ключом. Историки поднимают архивы Кригсмарине, и имя совпадает с матросом Георгом Харенбургом, служившим на Ю-869. Лодка, которую все считали погибшей у Гибралтара, лежала у берегов Америки. Каждый новый спуск приносит доказательства. Немецкие приборы, детали двигателя, серийные номера, совпавшие с документами верфи Deutsche Werke Aktiengesellschaft. Все куски сходятся в одну страшную истину. На дне Атлантики покоится пропавшая подлодка Ю-869. Когда находка была подтверждена, история перестала быть просто морской загадкой. Теперь это стало делом чести. Но один неожиданный человек добавил к ней новый, почти мистический штрих. Герберт Гушевский, матрос, который должен был выйти на последнем походе вместе с экипажем Ю-869, но не вышел. Всего за несколько дней до выхода у него начались проблемы со здоровьем, и командование оставило его на берегу. Судьба сделала шаг в сторону и подарила ему жизнь. Прошли десятилетия. Гушевский жил тихо, в Германии, уверенный, что его товарищи погибли где-то в Средиземном море. Так говорили документы, и он никогда не сомневался. Но когда с ним связались Чаттертон и Коллер, показали фотографии, предметы, тот самый нож с гравировкой «Харенбург», Герберт будто вернулся в прошлое. Он узнал имя, узнал мелочи, вспомнил все. Это был его товарищ, человек, с которым он делил каюту и шутил в перерывах между тревогами. Маленький нож, пролежавший на дне полвека, подтвердил больше, чем 1000 отчетов. Герберт не стремился к славе, не давал интервью, но помогал дайверам советами, вспоминал экипаж, подсказывал, какие предметы могли принадлежать кому. Он умер в 2005 году, так и не увидев лодку своими глазами. Или, может быть, знал больше, чем говорил. Этого мы уже не узнаем. Но факт остается фактом. Одного забытого ножа хватило, чтобы сдвинуть с места одну из самых крепких подводных тайн XX века. И все же нож был только началом. Настоящие ответы ждали внутри. Когда команда Чаттертона и Коллера решилась проникнуть глубже в корпус, они погружались не просто в железо, в память. Внутри царила тишина, будто сама вода затаила дыхание. Узкие проходы, проржавевшие переборки, следы времени. Все здесь напоминало не о войне, а о людях. Кубрики тесные, койки прижаты друг к другу, словно банки сардин. На некоторых до сих пор лежали сгнившие матрасы, рядом книги, страницы которых чудом сохранились. В камбузе посуда, приборы, банка с пайком, словно кто-то только что встал из-за стола и пообещал вернуться. На стенах инструменты, на полу личные вещи. Сапоги, губная гармошка, колода карт, перчатки. Все остановилось в тот момент, когда море закрыло над ними дверь. Воздух был густой, тяжелый, словно память самого океана. Перед тобой уже не безликие нацистские офицеры из учебников, а парни, которым было 20 лет, которые скучали, шутили, мечтали о доме. В центральном посту среди перекрученных рычагов и битых приборов все еще виднелись немецкие надписи. Манометры треснуты, но висят,
Стрелки застыло замерли, будто лодка просто ждет приказа. И только торпедный отсек вызывал холод по спине. Несколько аппаратов все еще запечатаны. Почему? Если лодку атаковали, почему не успели стрелять? Если был бой, где следы контратаки? Все указывало на нечто иное. Повреждение корпуса, словно взрыв, шел изнутри. Металл вдавлен, переборки смяты внутрь. Версия, от которой становится не по себе лодка, уничтожила сама себя. Не саботаж, не паника. Роковая круговая торпеда. Во время Второй мировой такое случалось. Торпеда, сбившаяся с курса, шла по дуге и возвращалась к своему кораблю. Удар, вспышка, мгновение и все. Свои же оружия становилось приговором. У немецких и американских флотилий зафиксированы подобные случаи. Возможно, Ю-869 выпустила торпеду для проверки или атаки, а система наведения дала сбой. Торпеда описала круг и вернулась домой, пронзив носовой отсек. Это объясняло бы характер разрушений. Металл вдавлен внутрь, корпус деформирован, словно гигант сжал его рукой. Но у этой версии был соперник. Официальная позиция военно-морских сил Соединенных Штатов утверждала, что лодку уничтожили глубинными бомбами американские эсминцы Говард Ди Кроу и Койнер. Согласно записям, 11 февраля 1945 года у восточного побережья Соединенных Штатов корабли зафиксировали подводный контакт, идентифицировали цель как немецкую субмарину и провели согласованную атаку. После войны этот эпизод записали как уничтожение Ю-869. Почти логично. Почти. Но вот нестыковка, координаты атаки не совпадали с местом, где нашли обломки. Разница небольшая, но важная. И чем больше дайверы исследовали останки, тем больше деталей не сходилось. Если лодку действительно атаковали, почему торпедные аппараты запечатаны? Почему нет следов ответного огня, ни пробоин сверху? Основные повреждения шли изнутри, а не снаружи. Некоторые части корпуса имели следы ударной волны, но не такие, как от прямых попаданий глубинных бомб. Сложно поверить, что лодка просто не защищалась. Все выглядело иначе. Мгновенный взрыв, изоляция отсеков, молниеносная гибель. Все больше специалистов склонялись к тому, что Ю-869 погибла от собственной торпеды. Но была и третья, более мрачная гипотеза — секретная миссия. Слишком многое в ее маршрутах и приказах не совпадало, слишком странно место гибели. Возможно, подлодка несла особый груз или должна была высадить агентов на американском побережье. Возможно, связь с ней оборвали намеренно. Документы конца войны были хаосом. Приказы менялись, шифры терялись, журналы горели вместе с архивами. Ю-869 могла уйти в миссию, о которой никто не должен был знать. Официально же военно-морские силы Соединенных Штатов остались при своей версии. Лодку уничтожили их корабли. Но среди исследователей, историков и дайверов чаще побеждала другая точка зрения — круговая торпеда. Слишком много совпадений, слишком точно характер разрушений указывал на внутренний взрыв. Истина, как и сама лодка, лежит на дне. И, возможно, там же и останется. Но история Ю-869 — это не просто рассказ о войне. Это напоминание, что океан помнит все. Огромная боевая машина, десятилетиями скрытая в нескольких часах хода от берега, вернулась, чтобы напомнить, ни одна тайна не исчезает навсегда. И открыли ее не армия, не правительственная экспедиция, а двое людей — дайверы, одержимые поиском истины. Они провели сотни часов под водой, рискуя жизнями, чтобы ответить на два простых вопроса: что это за лодка и почему она здесь?
И когда они нашли ответ, история изменилась. Теперь это не просто обломки, это мемориал. Место, где покоятся 50 молодых мужчин, чьи имена не прозвучали в хрониках. Их жизнь оборвалась в холодной тьме, но память о них подняли на поверхность. Ю-869 стала символом того, что даже спустя десятилетия правда находит путь. Сегодня технологии позволяют заглядывать в самые темные глубины, но вместе с возможностями приходит ответственность — рассказывать честно, с уважением. Океан ничего не забывает. Он хранит каждую ошибку, каждое имя, каждую боль. И иногда, если прислушаться, отвечает. Дорогие зрители, как вы думаете, что случилось с Ю-869 на самом деле? Самоподрыв, удар союзников или секрет, который океан все еще не готов отдать? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.